Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема. Почему возможность просто взять и отключиться от сети — это не просто какой-то wellness-тренд, а, по сути, новая форма роскоши. Давайте копнем в скрытую социальную динамику цифрового детокса. Так, давайте сразу с места в карьер. Нам постоянно говорят, что быть всегда онлайн — это чуть ли не зависимость, какая-то слабость. А что, если все с точностью да наоборот? Что, если настоящая, подлинная роскошь сегодня — это как раз право быть оффлайн? Ну что ж, для начала давайте разберемся, как вообще происходит, что какая-то идея, вот как наш цифровой детокс, из модного поветрия вдруг превращается в неписанное социальное правило для всех. Оказывается, у этого процесса есть вполне четкая схема, такая, знаете, из 4 шагов. Сначала в обществе появляется некая общая тревога. Потом в дело вступают эксперты, которые начинают это все обсуждать, формировать, так сказать, дискурс. Очень быстро разговор переходит в плоскость морали, появляется правильное поведение и, соответственно, неправильное. Ну и финал. Тех, кто не следует этой новой норме, начинают осуждать или, говоря по-научному, стигматизировать. И вот что самое интересное, тренд на цифровой детокс, он же просто идеально вписывается в эту модель. То, что начиналось как невинный совет позаботиться о себе, о своем благополучии, постепенно, почти незаметно мутирует в социальные требования. Вот в этом-то и вся соль. Социальная норма почти всегда маскируется под заботу. Это очень тонкий механизм давления, который мы даже не всегда осознаем. Ведь все подается под таким благим предлогом. Хорошо, с этим разобрались. Но тут же возникает логичный вопрос. Если появилось новое правило, то кто на самом деле может ему следовать безболезненно? И вот тут мы подбираемся к самому главному. Кто в реальности может позволить себе такую роскошь, стать девиантом по отношению к норме «быть всегда на связи»? Кто может просто взять и отключиться, не боясь потерять работу или доход? Ну, как выясняется, все не так просто. Возможность нажать на паузу напрямую зависит от вполне конкретных, невидимых на первый взгляд барьеров. Согласитесь, одно дело стабильная работа с окладом и совершенно другой мир фриланса или гиг-экономики, где твой заработок зависит от того, как быстро ты ответишь на сообщения. Так что все упирается в тип работы, уровень дохода и, конечно, в то, насколько человек вообще контролирует свое время. И все это подводит нас к очень важному понятию в социологии — статусный сигнал. Это такое действие, которое как бы сообщает окружающим о вашем положении в обществе. И в нашем случае способность уйти в оффлайн без каких-либо негативных последствий — это и есть мощнейший сигнал. Сигнал о том, что у вас все в порядке, вы в безопасности, вы можете себе это позволить. Окей, с теми, кто может себе это позволить, понятно. А что насчет остальных? Что происходит с людьми, для которых отключиться — непозволительная роскошь? Давайте посмотрим на последствия для них. А вот тут-то и начинается самое интересное — игра в обвинения. С одной стороны, общественное мнение твердит, это зависимость, это проблема с силой воли, нужно просто взять себя в руки. Но если посмотреть с точки зрения социологии, картина совсем другая. Это не личная проблема, а структурная невозможность, прямое требование работы и современной экономики. Проще говоря, структурную проблему, проблему системы нам пытаются продать как чью-то личную слабость. И это, пожалуй, ключевая мысль всего нашего разбора. Фокус намеренно смещается с анализа системы на осуждение конкретного человека. И что мы имеем в итоге? Люди, которые просто пытаются выжить в современных экономических реалиях, вместо какой-то помощи или понимания получают чувство вины. Система как бы говорит им: это твои проблемы, полностью игнорируете самые структурные барьеры, с которыми они каждый день сталкиваются. Но и это еще не все. Есть еще один слой у этой истории. Давайте посмотрим на сами эти детоксы, даже у тех, кто, казалось бы, может их себе позволить. Что это такое на самом деле? Потому что если копнуть глубже, то окажется, что большинство таких детоксов, они по сути символические. Как правило, это что-то очень краткосрочное и, что самое главное, демонстративное. То есть зачастую это не столько реальное отключение, сколько перформанс, публичная демонстрация следования правильной норме. И тут, конечно, надо сделать оговорку. Смысл всего этого анализа не в том, чтобы кого-то уличить или осудить. Нет, задача — понять сам механизм, как следование социальной норме превращается в своего рода социальный спектакль. Ну что, давайте теперь соберем все эти кусочки пазла воедино и посмотрим, какая картина у нас получается в финале. Потому что, если посмотреть на все это с высоты птичьего полета,
Становится ясно, цифровой детокс — это вообще не про технологии. Это история про социальные классы, про контроль над собственной жизнью, про моральные установки и, конечно же, про видимость, про необходимость публично демонстрировать правильный образ жизни. И напоследок вопрос, над которым, мне кажется, стоит подумать. А какие еще вот такие правильные здоровые привычки, которые нам активно навязывают, на самом деле оказываются замаскированной привилегией, доступной далеко не каждому? Это интересный фильтр для взгляда на окружающий мир.